Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя дарить близким и родным людям на новый 2024 год. Пожалуйста, не игнорируйте эти советы и рекомендации, они имеют очень важное значение. Почему, вы спросите? Дело в том, что нужно правильно встретить следующий 2024 год. Хотя многие думают о том, что следующий год, год зеленого деревянного дракона, он наступит только в феврале. Но вы должны понимать и то, что как вы начнете год, так вы его и проведете. Потому что зеленый деревянный дракон – это год мудрости будет, это год будет изменений, при этом кардинальных изменений. Каждый человек может увидеть то в своей жизни, что для него важно и нужно. И вы знаете, считается, что именно дракон является вот таким вот властным покровителем, поэтому очень правильно его почитать, не злить и уважать. Поэтому те подарки, которые вы решите подарить, обратите внимание на следующие советы и рекомендации. Давайте поговорим о том, что нужно дарить на Новый год дракона родным, близким, коллегам, друзьям, для того, чтобы для вас в первую очередь следующий 2024 год прошел в изобилии, в достатке и благополучии. Итак, дело в том, что вы обратите внимание на вещи, которые вы хотите подарить. Дело в том, что очень здорово дарить любые вещи, предметы, если они будут красного и золотого цвета. Также хорошо, если вы что-то подарите и цвета зеленого. Но вы должны понимать и то, что цвета должны быть природные. То есть, если это мы говорим о зеленом или о красном, то это именно должны быть такие цвета. Не должны быть они слишком насыщенными или темными. Кстати, обращаем ваше внимание, что очень здорово, если на вашем праздничном столе, забегая наперед, хотим вам сказать о том, что будет именно зелень. Это и петрушка, это будет укропчик, это будет зеленый лук, кинза и так далее, и так далее. Почему? Потому что именно эти травы помогут, вот именно зелень, помогут вам привлечь в новом году все те блага, которые вам нужны. Так вот, какой лучше сделать подарок на Новый год, в год дракона? Вообще, самым лучшим подарком, друзья, при встрече этого 2024 года будет живое растение именно в горшке. Что же вы спросите, а какое тогда растение может быть? Ну, смотрите, это может быть и фикус, это может быть кактус, это может быть денежное дерево. При этом обращаем ваше внимание, кстати, вы можете даже елку новогоднюю подарить, при этом она может быть как искусственная или живая. Также вы можете, например, подарить картину с лесным пейзажем, где много будет зелени, или, например, пазл с одиноким дубом. Да, вот именно с одиноким дубом, потому что это будет достаточно удачным подарком. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Вы будете удивлены, да, но именно живое растение в горшке, особенно если горшок будет также в горшке будет декорирован, он будет зеленым цветом, красным цветом, золотистым цветом, может быть желтый цвет, то таким образом вы человеку дарите новые возможности, новые шансы в следующем 2024 году. Потому что помните, у нас с вами какой дракон? У нас он с вами зеленый, а зеленый в первую очередь у нас с вами отвечает за достаток, за деньги. Поэтому подумайте о том, чтобы подарить живое растение в горшке. Далее, что вы еще можете подарить? Помните о том, что у нас следующий 2024 год, это год зеленого деревянного дракона. То есть это все, что может быть из дерева, из древесины. То есть это, друзья, у нас могут книги. Например, вы можете подобрать такую книгу, чтобы на обложке, например, был дракон. И вы знаете, таким образом, именно вот такой подарок обязательно привлечет и изобилие, и достаток, и благополучие в новом 2024 году. Следующим подарком, который действительно очень порадует и не только вас, но и в вашем окружении, это посуда. Но, девочки,
девочки и мальчики, не простая посуда, а именно дорогая посуда, которая обязательно будет цвета золота, обязательно будут цвета красные, обязательно будут зеленые цвета. Очень хорошо, если на посуде будет золотая каемочка. Почему? Потому что именно эти цвета помогут привлечь вот те мыслимые и немыслимые блага, которые нужны вашим родным и близким. Вообще считается, что именно дракон, он очень любит золото, да, поэтому вы можете дарить все то, что связано с символом следующего года. То есть именно где есть цвета, именно красного, зеленого, коричневого цветов, конечно же, ну и, конечно же, зеленого. Также очень важно, чтобы вы дарили яркие эмоции. Конечно же, у каждого это могут быть свои. Ну, например, вы можете кому-то подарить путевку в теплые страны. Кто скажет: о, ну это же дорого. Вы должны понимать и то, что у каждого это будет свой подарок. Также обратите внимание, если в вашем окружении есть творческие люди, возможно, им не хватает какого-то курса интересного, тренинга, семинара. Помните о том, что именно нужно дарить в первую очередь эмоции, чтобы человек был вдохновлен для следующего и на следующий 2024 год. Поэтому подумайте о том, какие это должны быть подарки. Это мы дали вам определенные направления для того, чтобы вы понимали и знали, как же лучше, что сделать такое вот приятное, чтобы действительно в вашем окружении были рады и счастливы. Ну, а теперь давайте поговорим о том, от каких подарков нужно отказаться на Новый год при встрече 2024 года. Итак, значит, первое, друзья, вам лучше отказаться от любых бытовых и так называемых нужных подарков. Почему? Дело в том, что все-таки символ следующего 2024 года, это у нас с вами, да, деревянный дракон, это у нас с вами, будем так говорить, существо достаточно серьезное, ответственное, поэтому вот такие вот подарки, как носки, тапочки, какое-то зеркальце, косметика, ножик, тряпочки, полотенце не стоит дарить, не стоит злить и не стоит злить символа следующего года. Далее, не делайте подарки, которые будут сделаны своими руками. И мы говорим о том, что при встрече нового 2024 года, если вы хотите человеку подарить в следующем 2024 году на его день рождения какой-то подарок, сделанный своими руками, да, пожалуйста. Но именно при встрече нового 2024 года даже и в мыслях у вас не должно быть, чтобы подарить подарок, который будет сделан своими руками. Вне зависимости, это вашими руками сделано или вы, например, купили сумочку, сделанную чьими-то руками. Далее, девочки и мальчики, ни в коем случае не дарите ничего, которое будет связано с огнем. То есть, что это могут быть? Это могут быть и свечи, это могут быть, например, зажигалки и многое-многое другое, что принадлежит так или иначе к огненной стихии. Дело в том, что все-таки у нас с вами дракон это огненный, и, соответственно, вот такого отношения к себе он не потерпит. Поэтому все-таки подумайте о том, даже если в вашем окружении есть люди, которые любят, какие-то имеют вредные привычки, то подумайте о том, чтобы этого не делать, хотя бы при встрече Нового года. Далее, ни в коем случае не дарите часы в Новый год дракона. При этом никакие, ни наручные, ни настенные, вообще никакие. Почему? Считается, что именно если вот такой подарок именно в год дракона может навлечь большие неприятности и на того, кто дарит, и на того, кому дарят. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Надо это вам? Точно нет. Далее, когда вы выбираете подарок, не стоит выбирать подарки в каких-то темных, черных тонах. Все должно быть таким вот ярким, блестящим, праздничным, чтобы дарило только положительные эмоции. Далее не стоит дарить близким парфюмерию с резкими запахами, потому что дракон этого не оценит, а вы тем самым привлечете к себе одни убытки и проблемы.
Также не стремитесь дарить фотографии, фоторамки, в общем, все то, что у вас может ассоциироваться и быть связано как-то с вашим прошлым. Почему? Потому что символ 2024 года, это у нас с вами, друзья, дракон, а это символ будущего, это время перемен, поэтому любое напоминание о прошлом, вне зависимости, оно хорошее, плохое, возможно, вам даже в прошлом именно, допустим, та или иная фотография, воспоминание принесет деньги, но знаете, именно при встрече нового 2024 года не допускайте такую ошибку. Далее, ни в коем случае не стоит дарить медицинские приборы, лекарства и любые другие подарки, которые связаны со здоровьем и которые связаны с какими-то болезнями. Почему? Дело в том, что именно дракон, он что у нас любит, да? Он такой вот яркий, блестящий, и если человек именно при встрече встречает именно Новый год мрачно, в слезах, в соплях, то знаете, что и это передастся человеку на протяжении всего 2024 года. Нужно вам такое счастье? Скорее всего, нет. Также ни в коем случае не дарите острые режущие предметы. Почему? Потому что все-таки дракон, он этого не любит. И таким образом вы можете привлечь не очень хорошие события. Также ни в коем случае не дарите зонтики, зонты для близких, родных людей. Даже если это будет самая дорогая вещь или какая-то будет новая модель, потому что вы таким образом привнесете в жизнь ссоры, скандалы и так далее. Также ни в коем случае не дарите и зеркала, и зеркальца. Дело в том, что именно этот предмет, он отпугнет от вас удачу, успех, благополучие. Далее не стоит дарить жидкости, вообще любые. Почему? Потому что, как вы знаете, дракон это у нас с вами стихия огня. И, соответственно, любая жидкость может погасить его энергию. Поэтому следует избегать каких-либо подарков, связанных с жидкостью, с гелями. Обратите на это особое внимание. Далее ни в коем случае не дарите зеленые шляпы и шапочки. Обратите внимание именно зеленого цвета. Да, зеленый цвет призван цветом наступающего 2024 года, но именно шляпы, именно шапки это достаточно тяжелый именно энергетический подарок и нежелательный. Дело в том, что именно шляпы, именно шапки зеленого цвета, они будут тормозить ваши дела, они будут мешать вашему развитию, и в вашей жизни ничего, ну никак не будет получаться. Поэтому 10 раз подумайте о том, стоит ли вам дарить именно такой вот подарок. Что же еще нельзя дарить? Ну, конечно же, друзья, предметы гигиены, ну, те же шампуни, мылки и прочие средства. Да, многие барышни любят своей подруге, знакомой, сестре подарить что-то такое вот необычное, но не при встрече этого 2024 года. Также ни в коем случае не дарите то, где есть предметы именно черного цвета. Да, возможно, вам хочется удивить, вас хочется порадовать, но только не в этом для встречи 2024 года. Также не стоит дарить и полотенца, вне зависимости, какие это полотенца, кухонные или банные, потому что все-таки вы таким образом можете привнести беды, проблемы и так далее. Также не стоит дарить и тапочки. Конечно же, многих интересует момент, а можно ли дарить деньги именно в подарок? Но вы должны понимать и то, что деньги это все-таки изобилие, достаток и благополучие. Если это ваш любимый, родной человек, которого вы цените, которого вы доверяете, у которого не имеет глазливый глаз, то, конечно, это нужно сделать. Но помните, что мы выбираем конверт только именно красного или золотого цвета. Поэтому здесь, друзья, очень важно на это особо обратить внимание. Что же еще нельзя дарить? Нельзя дарить именно символ следующего года. К сожалению, это так, потому что таким образом вы можете разозлить символ следующего года, и в таком случае вы можете привнести какие-то проблемы, какие
какие-то неурядицы в своей жизни. Нужно ли вам это? Скорее всего, нельзя. Поэтому не стоит все-таки пренебрегать этими правилами. Друзья, вот такой важной и ценной информацией мы хотели с вами поделиться. Мы надеемся, что эти советы и эти рекомендации вам помогут в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.